День 1641, Алекс на связи. Я постоянно слушаю музыку у себя в умном доме. Конечно, раньше я вообще музыку старался слушать альбомами, потому что я думал, что исполнитель, он там в определенном настроении, собрал определенный альбом, и когда я его слушаю, у меня будет такое же настроение. Но, конечно, через некоторое время я понял, что над альбомом работают очень много людей, у них свое мнение, и в итоге там есть еще разные способы, как объединить в альбом, чтобы какие-то не очень хорошие композиции тоже все-таки попали и были выпущены. И альбомы стали сами по себе, конечно, не очень интересными. И я начал переходить на разные виды подборок. То есть это какие-то сборники, в которых там определенный жанр музыки и под определенное настроение. И, конечно, такую музыку гораздо интереснее слушать. Если настроение хорошее, можно послушать какую-то хорошую музыку. Если не очень, то можно найти другую под это настроение. И либо улучшить себе настроение, либо просто порелаксировать под эту музыку. Ну, такие сборники тоже покупать все время не очень-то хотелось. И надоедали со временем, поэтому потом, когда появился интернет и разные возможности слушать онлайн радиостанции, то на них, конечно, уже можно было найти такие, на которых идут каналы и где вещают определенный жанр музыки. Это, конечно, очень удобно. Можно там разные выбрать интересные каналы. И если, например, я раньше слушал такую радиостанцию, где очень много разных каналов, но они все по жанрам разбиты, и, правда, можно было слушать только через их приложение. Если, например, слушать каким-нибудь сторонним плеером, то, конечно, нужно было там подписку оплачивать. А если через приложение, то, в принципе, бесплатно, там рекламы было не так уж и много. Но и в приложении еще была возможность, можно было, она не сразу появилась, можно было голосовать за, что если нравится какая-то композиция, то можно за нее проголосовать. Если не нравится, то ее можно потом было сделать, чтобы поставить дизлайк. Конечно, это, как я думал, что, наверное, используется для того, чтобы настраивать этот канал. В принципе, там, это выглядело бы логичным, что если мне нравится определенный канал, я включил определенный жанр, и если композиция не соответствует, то я могу указать это. Когда много пользователей это укажут, то ее могут со временем убрать, чтобы она там не портила этот канал. Может быть, для другого конкретно канала с другим жанром это больше подойдет. Ну, было бы еще неплохо, чтобы можно было просто указывать там мнение каждого и, конечно, это учитывать. В принципе, был один канал, и это было удобно. И когда у меня еще не было умного дома, я просто мог на одном устройстве включить этот канал, слушать. Потом я куда-то пошел, допустим, на телефоне тоже запустил это приложение, включаю и продолжаю слушать. Было удобно, но через некоторое время, видимо, выросла нагрузка у них на сервер, и они сделали, что несколько каналов разных серверов обрабатывают, собственно, один канал. И когда я включаю на другом устройстве, то практически всегда не совпадали композиции. Это, конечно, стало совсем неудобно. И, конечно, все-таки, допустим, если это использовать в доме как систему мультирум, это не очень удобно. Конечно, это все-таки не непрерывная какая-то музыка, это случайная подборка разных композиций. И, конечно, можно просто предположить, что при переходе там, в другую комнату одна композиция закончилась, другая началась, и, в общем-то, можно не обращать на это внимания. Иногда так бывает, что просто я когда запускаю этот интернет-радио, то на нем просто некоторое время еще из буфера играется старая композиция, а потом она уже буфер обновляется и резко переключается на другую. Ну, собственно, если стиль одинаковый, то там не такая большая существенная разница, что это, в принципе, не напрягает особо. Но когда я уже начал делать мультирум у себя в умном доме,
то нужно было найти, конечно, источник музыки, то есть откуда ее транслировать. Пришлось найти другую радиостанцию, так сказать, которая вещает тоже по разным жанрам, но позволяет еще и дополнительно в разных других плеерах это слушать, и еще и без рекламы, что вообще прекрасно. И, конечно, я сразу, это сначала у меня просто на Raspberry был этот плеер установлен, и он подключался к этой радиостанции, и через просто AUX на обычную колонку он транслировал эту музыку. В принципе, было нормально слушать, то есть можно было с помощью команды там, или с нажатия какой-нибудь кнопки беспроводной включать этот плеер на этом микрокомпьютере, и, соответственно, музыка игралась. Если надо, я там сделал так, что, например, на кнопке нажимает 2 раза, у меня включается второй канал, или голосом тоже можно было переключать. И, в принципе, я мог и переключать и радиостанции, и включать и выключать, и там еще и громче, и тише делать. В принципе, достаточно удобно было. Через некоторое время мне не стало так удобно через AUX слушать. Я купил усилители, которые работают по Bluetooth. Их подключил к обычным колонкам. Эти сами усилители подключаются к Raspberry по Bluetooth, и просто также можно разные усилители между собой переключать. То есть, если у меня один к одним колонкам подключен, другой к другим, то я, соответственно, могу это тоже переключать. Например, у меня в разных комнатах есть такие усилители, и по Bluetooth, в принципе, можно там по всей квартире передавать с одного места, то есть метров 5 или 10 вполне Bluetooth берет нормально, если корпус там не металлический и ничем не экранируется. Конечно, музыку можно вообще на разных устройствах воспроизводить. У меня, например, есть iPad, которые как дашборды работают, но они тоже, конечно, на них есть встроенные динамики. И, по идее, можно также запустить эту, по сути, онлайн-станцию на этих iPad и тоже слушать. Конечно, напрямую к каким-то файлам MIDI-серверу достаточно сложно их подключить, но, в принципе, это тоже можно сделать. Единственное, что нет прямого управления, то есть нельзя там удаленно включить на iPad эту музыку. Это, конечно, не очень удобно. Если бы такая функция была бы, было бы, конечно, очень, наверное, востребовано. Ну и сам iPad можно подключить к колонкам каким-нибудь активным, и он, в принципе, может достаточно и хорошо играть музыку. То есть это было бы полезно. Но у меня еще есть шлюз, тоже от Xiaomi перепрошитый. Он тоже может играть музыку. Ну, конечно, у него встроенной памяти там очень мало, там хранить ее нельзя. Но он может также к онлайн-радиостанциям подключаться. И я еще сделал на одном из своих серверов микрокомпьютеров, просто туда выложил свой архив музыки, настроил локальный сервер музыкальный, и его можно эту ссылку просто указывать на любых других устройствах, и он тоже нормально играется. И даже, по сути, можно сделать аналог Multiroom, когда так как это поток один идет, то есть я могу несколько устройств указать этот адрес, этот поток, и они будут играть. То есть это тоже я использую постоянно. Если мне вдруг надоедает какая-нибудь радиостанция или нечего слушать в этот момент, то я могу всегда включить свой плейлист, и он, в принципе, будет на всех устройствах тоже играть. Ну и, конечно, еще у меня есть умные колонки от Яндекса, ну и на них тоже можно запускать. Правда, они не умеют запускать по Bluetooth, хотя у них такая функция есть, и даже некоторое время это работало. То есть я мог с Raspberry подключиться к этим колонкам и туда передавать именно поток с микрокомпьютера, со своего сервера. Но через некоторое время, что-то после очередной прошивки, это поломалось.
А до этого даже, в принципе, работало так, что я мог по Bluetooth передавать, и еще и мог на самой колонке включить музыку. То есть они, в принципе, работали параллельно, и команды воспринимались. То есть очень была такая возможностей очень много, можно было там абсолютно по-разному использовать, можно было там по Bluetooth, например, какие-то оповещения делать, музыку слушать от Яндекса, и еще и голосом все управлялось, то есть было вообще очень классно. Но потом они после прошивки это все поломали, и у меня сейчас сервер не может вообще к Яндексу подключиться, даже если телефон, например, там говоришь, включи Bluetooth, и потом телефон спокойно может подключиться и передавать на колонку, то сам микрокомпьютер уже этого сделать не может. Видимо, какая-то версия, Bluetooth, определенная прошивка там, настройки, какие-то драйвера, и, в общем, после этого не получается так сделать. Ну и остается только это слушать Яндекс.Музыку. Ну, надо ее оплачивать подписку, потому что без нее Яндекс.Колонка, она только может команды выполнять, но, конечно, музыку включать уже не сможет. Ну и для управления музыкой в своем доме я использую разные способы, то есть это и голосовое управление через Яндекс. У меня там настроены разными способами, то есть есть некоторые устройства, как просто выключатель, то есть я говорю, включи плеер, и он определяется, в какой комнате колонка находится, она слышит эту команду, соответственно, в этой комнате может включить конкретно плеер, это Bluetooth усилитель, который подключен к определенным колонкам. Если я говорю, включи там, не знаю, какой-нибудь жанр музыки, там, например, включается устройство в умном доме, которое подключено к определенным колонкам, и тут уже вещается этот канал онлайн там станции, или это может быть мой архив, который будет проигрываться. Я еще сделал разные способы, то есть у меня есть разные сценарные выключатели беспроводные и кнопки, которых я тоже настроил, чтобы можно было определенными комбинациями включать либо определенный плеер, либо определенный канал музыкальный, и там еще громкость менять можно. И даже еще сделать так, что я, в принципе, с этих пультов могу включать и сами колонки на них запускать определенный, либо плейлист, и тоже прослушивать музыку таким образом. И это все тоже синхронно работает. То есть, если я запускаю там один источник музыки, то другой могу по этому сценарию тоже и выключать. Это, в принципе, очень удобно. И такая система мультирум, конечно, постоянно у меня используется и очень востребована.